Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такой замечательный узор из полупатентной резинки к модели из немецкого журнала Wintermaschen за 2014 год. Посмотрите, интересные рельефные листья. На изнанке узор выглядит тоже достаточно интересно. Узор может быть использован для вязания шарфов. Он не заворачивается. Вот как он вяжется, полотно, так и есть. Он не заворачивается, не перекашивает полотно. Давайте свяжем его. Раппорт узора составляет 13 петель в ширину, плюс 1 петля для симметрии узора в конце каждого ряда. Если вы вяжете по кругу, то петлю для симметрии узора вязать не надо. При поворотном вязании мы вяжем нужное количество раппортов по 13 петель, и 1 петлю для симметрии мы вяжем только один раз в конце ряда. Набираем на спицы 16 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Первые 2 ряда не входят в раппорт узора, они служат для подготовки к узору. Первый лицевой ряд. 1 лицевая, 1 изнаночная. Лицевая, изнаночная, 2 пара петель, лицевая, изнаночная, 3 пара петель, лицевая, изнаночная, 4 пара петель. И еще раз провязываем лицевую петлю. Далее 4 изнаночных. И в конце лицевая петля, петля для симметрии узора. В дальнейшем я не буду делить петли на петли раппорта и отдельно проговаривать эту петлю для симметрии узора. Петли раппорта вам видны на схеме, они обозначены красной жирной линией. Во втором изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах этого узора мы петли вяжем по рисунку. Это значит, мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными. Эти ряды я в видео буду пропускать. Вот, провязали мы 2 установочных ряда. И теперь начинаем вязать узор. 3-й лицевой ряд. Сразу после кромочной мы вяжем лицевую петлю в прокол на ряд ниже. Опускаемся на ряд ниже и провязываем лицевую петлю. В дальнейшем я буду называть ее петля в прокол. Затем из протяжки между петлями, вот у нас протяжка, вывязываем лицевую скрещенную. Вот так я подхватываю сзади и провязываю лицевую петлю. Мы провязали лицевую скрещенную петлю из протяжки между петлями, чтобы у нас здесь не было дырочки. Далее вяжем изнаночная петля в прокол, изнаночная петля в прокол, изнаночная петля в прокол, изнаночная петля в прокол. Далее будет 1 изнаночная и провязываем 3 вместе изнаночные. Вот 3 петли мы вместе провязываем изнаночной. Затем снова поднимаем протяжку между петлями вот таким образом, вот так. И вывязываем из нее изнаночную скрещенную. Вот ее за переднюю стенку вот так вот вывязываем изнаночную скрещенную, чтобы у нас эта протяжка вот так вот перевернулась. И последняя петля у нас будет петля в прокол. В 4-м изнаночном ряду мы петли провязываем по рисунку. Нужно быть внимательным, где мы вывязывали петли из протяжки, чтобы не ошибиться, как ее вывязывать, лицевой или изнаночной. А остальные петельки у нас хорошо видны.
Пятый лицевой ряд. Петля в прокол. Из протяжки между петлями вывязываем изнаночную скрещенную. Далее 4 пары петель провязываем. Петля в прокол, изнаночная. Одна пара, петля в прокол, изнаночная, вторая, петля в прокол, изнаночная, третья, петля в прокол, изнаночная, четвертая. Теперь снова провязываем 3 вместе изнаночной. Но вот у меня лицевая петля лежит неудобно. Кто вяжет классикой, у них удобно лежит. Мне нужно лицевую петлю развернуть и провязать 3 вместе изнаночной. Далее будет изнаночная петля, лицевая скрещенная из протяжки между петлями, поднимаем протяжку, вот ее разворачиваем и вот так вот лицевую скрещенную. И заканчиваем петлей в прокол. В шестом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Седьмой лицевой ряд. Петля в прокол. Из протяжки между петель вывязываем лицевую скрещенную. Затем 3 пары петель вяжем изнаночная, петля в прокол, одна пара, изнаночная петля в прокол, вторая, изнаночная петля в прокол, третья пара. Провязываем одну изнаночную, затем 3 вместе изнаночной. Далее еще одна изнаночная петля, петля в прокол. Из протяжки между петлями вывязываем изнаночную скрещенную. И петля в прокол в конце ряда. В восьмом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Девятый лицевой ряд. Петля в прокол. Из протяжки между петлями вывязываем изнаночную скрещенную. Далее 3 пары петель провязываем. Петля в прокол, изнаночная, петля в прокол, изнаночная, петля в прокол, изнаночная. Затем снова провязываем 3 вместе изнаночной. Затем 1 изнаночная, петля в прокол, 1 изнаночная и из протяжки между петлями вывязываем лицевую скрещенную. Заканчиваем петлей в прокол. В 10 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 11 лицевой ряд. Петля в прокол, лицевая скрещенная из протяжки между петлями, 1 изнаночная, петля в прокол, 1 изнаночная, петля в прокол, 1 изнаночная. Далее 3 вместе провязываем изнаночной, затем изнаночная петля в прокол, изнаночная петля в прокол. Из протяжки между петлями провязываем изнаночную скрещенную и заканчиваем петлей в прокол. В 12 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Мы провязали 12 рядов, вот как у нас получается на данный момент. Здесь вот принцип вязания узора заключается в том, что мы в начале вывязываем петлю, прибавляем петлю 1 из протяжки и в конце. А в самом узоре мы провязываем 3 вместе лицевой, чем мы эти прибавки компенсируем, что у нас не увеличивается полотно. 13 лицевой ряд. Петля в прокол. Из протяжки между петлями вывязываем изнаночную скрещенную. Затем петля в прокол, изнаночная, петля в прокол, изнаночная. 3 вместе изнаночной. И далее у нас будет изнаночная петля в прокол,
изнаночная петля в прокол, 1 изнаночная, и из протяжки между петель вывязываем лицевую скрещенную. Заканчиваем петлей в прокол. В 14 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 15 лицевой ряд, петля в прокол, лицевая скрещенная из протяжки между петлями, изнаночная, петля в прокол, изнаночная. Далее 3 вместе изнаночной. И провязываем 3 пары петель изнаночная, петля в прокол. 1 пара, изнаночная петля в прокол, 2, изнаночная петля в прокол, 3 пара. Затем из протяжки между петлями вывязываем изнаночную скрещенную и последняя у нас петля в прокол. В 16 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 17 лицевой ряд, петля в прокол, из протяжки между петель вывязываем изнаночную скрещенную, далее будет петля в прокол, изнаночная петля, 3 вместе изнаночной, 3 пары петель провязываем изнаночная петля в прокол 1 раз, 2 раз, 3 раз. Далее у нас будет 1 изнаночная, из протяжки вывязываем лицевую скрещенную и заканчиваем петлей в прокол. В 18 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 19 лицевой ряд, петля в прокол, лицевая скрещенная из протяжки между петлями. Далее у нас будет изнаночная петля, 3 вместе изнаночной и провязываем 4 пары петель изнаночная петля в прокол, 1 раз, 2 раз, 3 раз, 4 раз. Затем из протяжки между петель вывязываем изнаночную скрещенную и петля в прокол в конце ряда. В 20 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. 21 лицевой ряд, петля в прокол, изнаночная скрещенная из протяжки между петлями, 3 вместе изнаночной, затем 4 пары петель, изнаночная петля в прокол, 1 пара, изнаночная петля в прокол, 2, 3, 4. Затем провязываем изнаночную петлю, вывязываем лицевую скрещенную из протяжки между петлями и заканчиваем петлей в прокол. И 22 изнаночный ряд — это последний ряд раппорта. Провязываем петли по рисунку. Вот посмотрите, провязали 1 раппорт в ширину и 1 раппорт в высоту. Далее узор повторяется с 3 ряда. Симпатичный узор. Все. Ставьте лайки, если вам понравился узор. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал и присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья, удачи, позитива и ровных легких петелек. Пока-пока!